Так, вы даете свое согласие на это интервью и на его последующую публикацию? Да. Как вас зовут? Полностью представьтесь. Колоярцев Дмитрий Сергеевич. Внятнее фамилию, пожалуйста. Колоярцев Дмитрий Сергеевич. Число, месяц, год рождения. 30 июля 98 год. Где родились? Республика Башкортостан, Охранительский район. Фактически проживали адрес. Нарфаминский район, поселок Калининец. Да, улица Фабричная, дом 3, квартира 76. Состав семьи. Не женат. Не женат. А так мама, папа, братья есть? Братья, брат, сестра двоюродные. Брат и сестра двоюродная. Да. Я понял. Давайте начнем с вашего звания и должности. Я лейтенант, командир танкового взвода. Лейтенант, командир танкового взвода. Но вы, как лейтенант, командир танкового взвода, наверное, не можете сказать, что вы не знали, что вы идете в Украину. Честно говоря. Нам, командиры взвода, ничего не говорили. Мы постоянно ходили везде вместе с солдатами. Все решения командир батальона, скорее всего, принимал какие-то и там выше. Потому что нас везде сказали, будьте солдатами, будьте везде с людьми. Как фамилия командира батальона? Майор Куликов. Угу. Он принимал решение. Ну да, там, с последующими начальниками своими. Хорошо, а вам как офицеру, вы вообще, как бы учились же, да, вы заканчивали соответствующий вуз. Да. Вам как офицеру идти куда-то и не знать, куда идешь, вести людей и не знать, куда ведешь, как это для вашей офицерской чести, можно так сказать? Знаете, все было так, все сказали, все в рамках учения, сейчас просто покатаемся и уже уезжаем домой с учений, потому что уже действительно палатки собирали, уже говорили то, что приехал платформа, ЖД платформу приехали, чтобы нам все грузить, имущество и технику. И все рассчитывали на это. Ну, это было еще на территории России, я так понимаю, или Беларуси, правильно? На территории России. На территории России. А все-таки в тот день, когда вас уже отправили в Украину, что вам сказали? Нам сказали, мы сначала сказали, просто совершаем марш где-то по расстоянию, сказали 50-70 километров. И все, разворачиваемся и едем обратно. Все. Он сказал, давайте, и сказали, кто за кем едет, последовательно с машин, кто за какой машиной едет. Так, И все. так. И ваша машина какой шла? В мае я ехал 6 или 7 в колонне. 6 или 7 в колонне. Почему так, командир танкового взвода, это так нормально, это так по расположению 6-я, 7-я машина? Ну, примерно, да, потому что так решил старший начальник определяет. Я понял. И вот вы заезжаете в Украину. Вы это понимаете? Ну да, В мы, момент того, как вы заезжаете. знаете, все было просто, как бы обычная полевая дорога была, поле, лес, и мы уже поняли то, что мы заехали на территорию Украины, когда мы проезжали какую-то окраину какого-то села или деревни, не знаю, я увидел, машина стоит и украинские номера на ней. Ну, тогда уже поняли из нас то, что мы заехали на территорию. Так, и вот вы офицер, командир танкового взвода Российской Федерации, правильно? Да. Заехали в суверенное государство Украину, Да. увидели, что вы там находитесь, и Ну ничего, там просто начали говорить, все вперед, едем вперед, и все. По радиостанции. как вы считаете, ехать вперед по территории суверенного государства, это неправильно. выполнение преступного приказа или нет? Я думаю, да, Если вы выполняли преступный приказ, вы кто? преступник считаюсь. Преступник. Россия вторглась в Украину? Ну, как говорится, это все называется как спецоперация там какая-то, как говорят по телевизору, по новостям. Не очень интересует, кто у вас и что как называют. У вас черное называют белым и белое называют черным. Это ваша проблема. Вы сейчас говорите, что вы преступник, потому что вы конкретно заехали на территорию Украины в составе танковой бригады. А когда я вас спрашиваю, вторглась ли Российская Федерация своими вооруженными силами в Украину? Ну да, получается, вторглись. Получается, все-таки вторглись. Ну да. Хорошо. Дальше что было после того, как вы вторглись? Ну ничего, мы ехали в колонне, у меня танк сломался, в колонну уехал. Я остался делать машину, ко мне приехал зампотех батальона. Мы сделали машину и поехали дальше. Потом мы ехали также. Машина еще раза два, где-то 3 сломалась. Потом на следующий день вечером, где-то в районе 8-9 вечера, мы догнали свою колонну. И все, меня также опять поставили, по какой по численности я стоял. И все. Сказали, все, сейчас уже, сказали, 16 километров осталось. Там останавливаемся, все, стоим.
Потом на следующий день, говорит, завтра обратно поедем. Ну все, где-то мы в часа в 4-5 утра поехали и подвергались обстрелу. Когда уже обратно ехали? Нет, когда ехали, вот там мы ехали, тронулись, это проехали, может, километров 10, 20, может, я не знаю сколько. И все, подверглись обстрелу. Подверглись обстрелу. А как много машин попало под обстрел? Ну, вся колонна. Вся колонна это сколько? 26-27 машин где-то в колонне. 26-27 машин. Это умножаем на сколько людей? Сколько в По машине? 3 человека в машине. По 3 человека в машине. И сколько выжило? Я не знаю. Ну, вот со мной выжило еще 3 человека. В одной машине. Нет, один с моей машины и 2 с другой машины. А почему вы знаете, что они выжили? Потому что они здесь со мной в плену находятся. Вот эти вот трое из всей колонны находятся здесь сейчас с вами. Да. Как их зовут? Одного зовут Дмитрий, другого Игорь. Фамилии не знаете. Знаю, Гагарин, Волков. Гагарин, Волков Да. И Корнилов Данил. и Корнилов Данил. А ваша фамилия? Колоярцев. Колоярцев. Ага. Я просто правильно, да, все верно. Хорошо. Хорошо. А вот вы как офицер, командир, испытываете вину Конечно. за смерти Конечно. вашего личного состава? Конечно, Вы испытываю. знаете, что кто из вашего личного состава погиб? Не знаю. Не знаете. Не знаю, честно. А можете перечислить ребят из своего Взвода? взвода? Конечно, смогу. Это Козулин Данил, Алферьев Денис, Макаров Александр, Латыпов Ильяс, Дворященков Илья, Захаренков Илья и Мурзин Иван. Это все. Да, здесь могу. Все. Кто из них выжил? Я вот знаю то, что Корнилов выжил, он со мной вместе здесь, а за судьбу других я не знаю. Что вы можете описать из той ситуации, когда колонна ваша поддалась обстрелу? Когда колонна, было море огня, как говорится, было очень много огня, меня подбили. Мы сразу же вышли из машины, вытащили механика и все, спустились вниз вдоль дороги. Там повод какой-то был, там еще один наш экипаж был делать. В экипаже, где Гагарин и Волков, они вместе одного экипажа. Их раньше нас подбили. Мы с ними были. Потом все, пошли в лес и все. Потом у меня механик, кто мы вытащили его, ранили смертельно. Механик выжил? Нет. Не выжил. Он здесь в больнице умер. Потом фотографию показывал. Вы осознаете, что в том числе и из-за ваших, в частности, действий могли погибнуть члены вашего взвода, состав? Конечно. И что вы чувствуете как человек? Боль в сердце, в душе. Я даже не знаю, если когда вернусь домой, если мы вернемся домой, нас обменяют. Я даже не знаю, как смотреть их в глаза и женам. Говорите громче. Когда смотреть их женам, матерям, родителям. Хорошо, а какими техническими средствами вы как офицер, как командир были снабжены? Танк был. Не-не-не, я имею в виду средства связи, навигации. Навигации не было, обычная радиостанция, которая в танке стоит, была, и все. Больше никаких средств связи не было. То есть вы без навигации вообще абсолютно, как слепые котята, ехали просто куда-то? Ехали в колонне за другими и все. Вам не показывали ни карт, ни целей, ничего? Вообще, просто сели и поехали? Да. Я не знаю, я не учился, конечно, в офицерском никаком вузе, но мне тяжело представить, что такое вообще теоретически. Там один офицер есть с моего полка тоже. Вот увидите, у него то же самое, он скажет, может, тогда все и было. Нет, то, что так было, я могу поверить. То, что так должно быть, я не могу конечно, поверить. так не должно быть. А документы у вас были при себе? Свои личные? Да. Да. А телефон мобильный? Да, тоже да. То есть у вас ничего не забирали? У нас смартфонов забрали, у нас кнопочный обычный был. Ага. А почему забрали смартфоны, а кнопочные оставили? Не знаю, наверное, чтобы никакие там карты, навигаторы не включали, может быть, тоже. Дайте определение фашизма. Это как бы нечеловеческое отношение к мирным гражданам, к старикам, к детям, к больным людям. Это, в моем понимании так. 14 определений фашизма по Лоуренсу. Читайте первое. Мощный продолжительный национальный фашистский режим. Нет, давайте я прочитаю. Мощный и продолжительный национализм.
Фашистские режимы постоянно используют националистические лозунги, девизы, символы, песни и так далее. Ничего не узнаете? Буквочки «З», постоянные парады военные. Ну, давайте дальше. Второй признак. Пренебрежение к общепризнанным правам человека. Скажите, пожалуйста, ничего не узнаете здесь? Пренебрежение к общепризнанным правам Да, человека. есть такое, то, что наши снаряды попадают где... Не-не-не, это даже не про ваши снаряды. Это про то, что у вас там могут людей задерживать, которые вышли на митинг, просто вышли на митинг. Да, скорее. Или с пустым плакатом даже просто вышли. Или на плакате написано 2 слова, эти все видео есть. Их задерживают и увозят куда-то. Скажите, это подходит к пренебрежению общественным правам человека? Из страха перед врагом и под предлогом обеспечения безопасности фашистские власти убеждают, что права человека могут игнорироваться в определенных случаях ради необходимости. Кто у нас врага все время ищет? Везде. Не знаю. Ну, российское телевидение, по-моему, все время транслирует, что вот НАТО хочет вторгнуться куда-то там, в радиоактивный пепел вы всех хотите там превратить по своему телевизору, еще что-то. То есть, смотри, Россия, на Россию никто не напал, никто ни клаптя территории не забрал. Да, по факту? Или нет? Или я что-то путаю? Да? Россия развязала сколько войн за последнее время? Вот вы как офицер должны знать. Ну, вот эту войну. А до этого? Давайте с Чечни начнем. Ну, в Чечне. Да. Чеченские, если взять. Потом в Сирию. Так, хорошо. Грузия. Грузия, да, 2000 год. Молдавия. Молдавия, я не знаю. Приднестровье. Приднестровье, там, А, да. не слышали? Да, да. Ну ладно, хорошо. Но я просто говорю о том, что Россия ищет врагов везде, сама при этом прямо вторгаясь на чужие территории под разными предлогами. 4. Преимущественное положение вооруженных сил, даже если в стране есть много острых внутренних проблем. Ничего не напоминает? Преимущественное положение вооруженных сил, даже если в стране есть много других острых проблем. Ничего не напоминает? Контроль над СМИ. Контроль над СМИ. Тотальный контроль над СМИ. Закрыты все оппозиционные российские СМИ. Все. Блогеров, которых не смогли закрыть, заставили просто говорить то, что нужно говорить. Я это слышу. Потому что это умные ребята, я слушаю ваших блогеров. Эти умные ребята не могли сами додуматься до такого идиотизма, рассказывать о том, что в Украине готовили птичек для того, чтобы птички полетели в Россию и всех там убили, заразили. Ну это чушь, это чепуха. Это разобрано полностью все. Маниакальное увлечение национальной безопасностью. Страх используется как мотивационный инструмент правительства для давления на массы. Навязчивая идея преступления и наказания. При фашистских режимах полиции даются почти неограниченные полномочия. Мошеннические выборы. Так, я набираю. Набирай. Это мы так отвлеклись чуть-чуть на общность. Алло, пап, привет. Привет, Димочек, привет. Как дела у Как вас? делишки? Как дела у вас? Ну, у нас хорошо. Как у тебя, Дима? Как у тебя? Нормально все. Чё нового, что расскажете? Ну, ничего, у нас все по-старому. Как ты? Ты где, Дим? Да ничего, так же все сидим, в том же месте все нормально. Ну, хорошо. Тихо. Ладно, ну рассказывай. Чё, Да ничего, вы в чай звонили в мою, нет хоть? Да. Чё везде. в части говорят? Ну, мы не знаем, что в части, потому что там не знаю, что кругом, что. Ну, все в курсе, Дима. А вас много, Дима, счастья-то? Там, где ты? Ну есть люди еще. А малой с тобой? Нет. А где чё, он, да? я не знаю, смотри, в смысле, в части вам ничего не сказали вообще, что ли? Ничего, Дим, ни один телефон там недоступный, все. В части телефон ни один вообще недоступен. Понятно. А Чё? А что, Дим, сейчас ты прослушиваешься, наверное, сейчас, сколько у тебя? Нет, ну просто здесь дали позвонить, поговорить с родителями. Ну. А где ты, в каком месте, сам не знаешь? Не знаю, ничего не говорят.
Ну, а что обстановка, что хоть вы там, что Да, вы как? да ничего нам не говорят, все зависит от российской стороны. Ну. Потому что сегодня была информация, начался небольшой обмен уже чем. Это уже в России говорят так? Да. Официально уже в интернете, по телевизору везде это есть. Да не знаю, ничего нам не говорили. И этот, Мы этим работаем над этим вопросом. Мы работаем, сынок. здесь к нам нормальное Не отношение. понял. К нам нормальное отношение. Тут смотри, пап. Смотрите, вы можете посмотреть, можете в Телеграме, канал есть, ищи своих называется в Телеграме. Правильно? Да, правильно. Знаю, а вот который ты звонил, где на той неделе звонил, оттуда пришла мне, вот телеграмма пришла, вот это ищи своих, да. Да, вот там можете посмотреть, там и этот, может, то есть, если вы не верите мне, то, что там все нормально, там на этом канале мое видео есть, можете посмотреть. Будет еще это видео. А можно А вот если, это вот Дима, было? до этого твое тоже видео было, Да. где сейчас в вечер ходим в вечер. Да, мое. Ну. Посмотри, здесь вот два вопроса для вопроса, смотрите. Вы считаете то, что Россия вторглась в Украину? Я не буду в эти подробности вторгаться, не знаю, Дим, не знаю. Второй вопрос. Второй вопрос. Как папа думает, вы служили в армии России? Кто? Ну, как ваш папа думает, вы служили в армии России? Ну, как ты думаешь, я служил в армии России? Не понял, что говоришь? Я служил в армии России. Ну, а ты где, не в российской армии, что ли? Ну, Так, где ты сейчас находишься? А там кто с тобой рядом? а где я сейчас нахожусь? А ты где-то находишься сейчас? В плену. В Украине. В Украине, в плену. Ну это да, я с тобой согласен. Так российская армия Что, вторглась? не много вас там с тобой, которые вместе служили вы? Дим, как? Нет. Нет, я все-таки хочу... Да, ты Можно? не служил сейчас, ты владели полностью. Добрый день, меня зовут Владимир, я журналист. Я могу вас один вопрос вам задать, могу? Ну, пожалуйста. Да, я просто со стороны тут попросил вашего сына, чтобы он задал вам этот вопрос, и не могу понять логику. Спрашивает он, армия России вторглась, вы говорите, я не знаю, я не вникаю. Дальше спрашиваем, где служил ваш сын, он служил в армии России. Третий вопрос, где он находится в плену в Украине. Давайте вернемся к первому. Армия России вторглась в Украину или нет? Честно сказать, я больше в политику не вникаю, так что давай не будем на эту тему разговаривать, я буду вести. Ну, все. Да. Разговаривать бессмысленно. Нет, как бы. мы просто хотим Ладно, показать. Да, все, насколько- хорошо, ладно, пап, давай, я пошел. Ну давай звони Всё. мне-нибудь, давай, Всё, Дима, давай. смотри за собой, я тебе еще раз повторяю. Всё, хорошо. За своими Пока. речью следи, смотри, Пока. что... Вы можете как-то прокомментировать, что происходит? Не знаю, Над честно, ними ФСБшник сидит с пистолетом. Да? без понятия. Я же Они боятся, что он к ним придет с пистолетом, если не они знаю, скажут. честно, я не знаю. Как можно прокомментировать отсутствие банальнейшей, элементарнейшей логики? Честно, я не знаю, я же здесь нахожусь. Я не... Еще раз для людей. Вы кадровый офицер Да. армии Российской Федерации. Да, Вы находитесь в плену в Украине. да, Вы вторглись? Российская армия вторглась в Украину? да. Почему ваш отец отрицает данный факт? Объясните, пожалуйста. Я не знаю, честно говорю, но я же не здесь. Ну а предположительно? Я не знаю, зачем так он сказал, я без понятия. Нет, окей, если без понятия, то окей, я понял. Тут просто может быть Всё такое. заканчивается. Ну, и передайте что-нибудь россиянам, которые едут в Украину. Честно, вот я вам спрошу, не надо ехать сюда. Бессмысленная война, эта война ничего не стоит. Я это говорил уже, еще раз повторю, здесь просто каждый день гибнут сотни, тысячи жизней, мирных жизней, детей. Не надо сюда ехать. Остановитесь, пожалуйста, я вас прошу. Окей, хорошо, спасибо.